Сегодня вы узнаете, как появилось закулисье реальности, стоящий ли это фильм и при чем тут уровни, параллельные пространства и игра. Представьте, что сидите вы как-то ночью, листаете ленту и вдруг натыкаетесь на фото пустого офиса с желтыми обоями и гудящими лампами. Вроде ничего страшного там нет, ни маньяка, ни монстра, а внутри что-то щелкает и подсказывает «Беги!». Вот с этого щелчка все и началось. 12 мая 2019 года на форуме 4chan анонимный пользователь попросил загрузить тревожные картинки, которые кажутся неправильными. К прикрепленному фото желтого офиса добавили текст «Случайное выпадение из реальности в неподходящих местах». Это просто зловонные желтые обои, безумный шум люминесцентных ламп и около 600 миллионов квадратных миль пустых комнат. Позже концепцию дополнили уровнями, монстрами и физикой, превратив в полноценную городскую легенду. Геймеры, само собой, не растерялись и сделали игру по мотивам. А если вы вспомнили видео, где накачанный мужичок гоняется за тобой по офисным коридорам? Да, это она, та самая игра. И вот что забавно, эти офисы кажутся до жути знакомыми, хотя ты там ни разу в жизни не был. Главными источниками вдохновления для создания фильмов «Закулисье реальности» стали интернет-мемы 2019 года, культовые видеоигры и личные детские воспоминания режиссера Кейна Парсона. Режиссер объединил эстетику цифрового одиночества с атмосферой аналогового хоррора. Также Кейн Парсонс называет Portal 2 одним из самых главных источников вдохновения для дизайна локаций. Его впечатлили бесконечные безлюдные подземные исследовательские лаборатории Aperture Science, которые кажутся абсурдными по своим масштабам, где среди разрухи видны редкие следы пребывания других людей. В этом же списке был и сериал «Мистер Робот». Психологическая глубина, паранойя, ощущение тотального одиночества и атмосфера заговора. Фильм был вдохновлен этими элементами. Ambient-музыкой и IDM. При создании давящего саундтрека к фильму Парсонс ориентировался на электронную музыку исполнителей Aphex Twin, Boards of Canada и Burial. На его музыкальный вкус также повлияло детство, когда его отец-диджей постоянно включал в машине мрачный дабстеп. Немаловажной деталью является личный опыт борьбы с болезнью. В 13 лет у Парсонса диагностировали артрит. Из-за этого он временами едва мог ходить. Ограниченный в передвижениях подросток погрузился в освоение программы 3D-моделирования Blender, создавая огромные виртуальные миры. Это физическое чувство изоляции и запертости отразилось на атмосфере закулисья реальности. Стоящий ли фильм Backrooms? А сейчас будут спойлеры по сюжету. По сути, есть два главных героя. Кларк, владелец магазина, у которого все плохо. Клиентов нет, счета капают, свет работает с перебоями. Жена выгнала из его же собственного дома, и он по классике ищет себя на дне стакана, вместо того, чтобы разбираться в себе. И Мэри, психологиня, которая, естественно, его за это осуждает, хотя сама далеко не образец душевного здоровья. Балуется колесами и детство провела рядом с матерью агорафобкой, запертой в 4 стенах, то есть, по сути, уже тогда жила в собственном мини-закулисье. Она и есть его зеркальная противоположность, только с дипломом. Я не смогу помочь, как бы ни пыталась. Спойлер, как и большинство психологов. Эти автоматы в кадре как отголоски сдвинутой реальности. Это трещины между мирами. И вот по воле старого доброго животного начала под названием любопытство, Кларк благополучно туда и проваливается. И тут Кларк наконец понимает, где-то рядом сидят твари, которые подпитываются его энергией. Демоническая хрень, и идем скорее смотреть на нее. Смотрел я это, кстати, в качестве настолько плохом, что оно само по себе работало как отдельный слой хоррора, будто картинка тоже застряла где-то в закулисье. Плюс премьера у меня совпала с довольно странным периодом жизни. Так что заходите в Boosty, там будет разбор в подробностях. То, что еще никто не видел. По ощущениям, фильм действительно нагоняет жути. И в целом неплохо получилось. Есть что-то от старых хорроров. Я бы вообще-то назвал хоррор-версией шоу Трумана. Люди, которые не подозревают, что внутри чужой конструкции, и постепенно это понимают. По сюжету Кларк нашел долбанутых людей для исследования
исследования офиса. Гениально! Сразу видно, что Бобби первый кандидат на смерть, но чего и следовало ожидать. А его спутница почила буквально следом, вторым номером. А вот с Мэри отдельная история. Спуск по уровням комнаты Мэри и исчезновение предметов – это визуальная метафора разрушения личности. Пространство закулисья забирает воспоминания, вычищая жизнь человека до пустоты. Это отражает потерю связи с миром, где каждый новый уровень обнажает одиночество и душевную изоляцию. Такой спуск объясняется через следующие ключевые детали. Изоляция. Героиня всю жизнь жила словно за стеклом, изучая других, но оставаясь в эмоциональной изоляции. Потеря прошлого, исчезновение вещей. Как закулисье стирает личность. У Мэри отнимают предметы, которые связывают ее с настоящей жизнью. Поэтому для Мэри это уже будто что-то родное. Не отвечайте зеркалу на вопросы. Но дальше еще интересней. В одной из сцен Мэри находит голову Кэт в холодильнике импровизированного дома Кларка. Как и Бобби, ей не удалось спастись. Только его приговорил классический бактериальный монстр закулисья, который заманил и утащил его вглубь коридоров. Самое интересное, что Кларк, скорее всего, оказался убийцей Кэт. В пользу этого говорит чистое отсечение головы ножом, в то время как монстры рвут плоть. В фильме настоящий Кларк на секунду приходит в себя и успевает освободить Мэри, но тут же на него набрасывается собственный двойник-монстр и попросту сжирает своего создателя. И это прямая отсылка к Сатурну, пожирающего своего сына, Франсиско Гойи. Место с Кларком заигрывало, а в итоге просто его съело. По-другому и не бывает. Отдельное упоминание заслуживает Человек-картон, плоская ростовая фигура, которая начинает говорить чужими голосами. По факту это ментальный слепок, который закулисье собрало из обрывков человеческого восприятия. У пространства нет собственной культуры, оно просто впитывает радиоволны, обрывки телепередач и мысли провалившихся туда людей. И Человек-картон — это своего рода радиоприемник, поймавший разом сотни случайных сигналов. Заодно это и грубая имитация жизни. Для закулисья человек просто плоская картинка и набор звуков, а не что-то живое. Хаотичная смена языков, маленькая своя вавилонская башня, невозможность докричаться и быть услышанным, а сами голоса, звучащие как мольбы о помощи, или обрывки старых новостей. Это подсознательный страх героев оказаться забытыми и самим стать таким же безликим элементом интерьера. И да, в конце концов, конечно же выясняется, что во всем виноваты рептилоиды и инопришленцы. Ну, куда же без них. А вот с судьбой Мэри не все так однозначно. Захотят ли ее устранить? И это вопрос интересный. Она уже понимает, что все новые предметы и монстры закулисья рождаются из людских страхов и переживаний. Ученые, разумеется, тоже это знают. И по финальным кадрам с ее собственным монстром все становится и так предельно ясно. Про ученых отдельно стоит сказать, контора называется Async. И с помощью МРТ-аппаратов они умудрились открыть проходы в параллельные миры при Dead Space. При этом формально они хотят остановить появление новых дверей. Но для этого нужно перестать туда ходить. А уже для этого нужно выключить свои гребаные аппараты МРТ. Чего они, разумеется, не делают. И продолжают все это увлеченно изучать. Каждый уровень закулисья при этом что-то значит. Чем выше, тем ближе к настоящей реальности. Чем ниже, тем больше это похоже на чистилище. Если подытожить, фильм получился хороший, местами странный, местами по-настоящему тревожный. И явно снят людьми, которые сами когда-то лазали по форумам с крипипастами и пропитывались этой эстетикой. Подписывайся на канал, также на Бусти, если ничего не понял, там мы еще подробнее разберем фильм. Не забывайте про лайки, комментарии и ТГ-группу. До новых встреч, пока-пока!